В Москве опять наступила зима, выпал снег. Это значит, что пора собираться на этюды. Зимой писать очень люблю. Дуся Сю, благодарю за ваш труд. Спасибо, что смотрите. Кстати, можно потрудиться и поставить отметку, что вы смотрите. С интересом всегда слушаю вас и милый треп о бабах. Но подскажите, пожалуйста, чем вы грунтуете холст? Каким лаком пользуетесь? Лаком не пользуюсь. Но, в принципе, реставраторы советуют пользоваться, так что пользуйтесь любым, каким вам нравится. Мне 63, начала рисовать 3 года назад. Так, значит, в общем, чем грунтуете холст? Водоэмульсионной краской. Если ее нет в Европах, то мне посоветовали в строительных магазинах покупать акриловую, особо матовую краску. Там много мела, видимо, какие-то технологии. Сейчас, в общем, выпускают такую же, как и водоэмульсионка. А водоэмульсионка называется водно-дисперсная латексная краска теперь. Делейнел, как вы относитесь к скульптуре? Восхитительно. Хотели бы что-нибудь слепить? Хотел бы. Думаю об этом. Если что-то сделаю, я вам расскажу и покажу. В Строгановке, конечно, была скульптура все 5 лет, и мне очень нравилось лепить. Олег С. Картина должна быть такой, чтобы у потомков не поднялась рука выбросить. Какие потомки разные бывают. Некоторые не то что выбрасывают, а продают на Сотбис Кристис. Главное, чтобы они, в общем, понимали, разбирались, что это, да? Даже если художник не стал популярным, известным в течение жизни. Кто-то мне недавно рассказывал, что какая-то работа, по-моему, Гогена или Ван Гога где-то на помойке валялась. Кто-то выбросил к чертовой матери с чердака. Таким образом она реанимировалась, то есть стала доступной всем. Наверняка вы знаете какие-то истории на эту тему. Поделитесь, интересно. Алена Поп, очень понравился ваш ночной натюрморт в прошлом видео. Я показывал, который на академичке писал. Как начинающего художника меня часто озадачивает, как правильно составить композицию натюрморта, как расположить предметы, особенно маленькие, ягодки, виноградинки. Вы не могли бы в своих живых уроках немного этого касаться? Так они, в общем-то, я касаюсь этого, и прямым способом показываю в уроках и в курсах, как это делать. Как вы понимаете, что композиция готова, сбалансирована, привлекательна и так далее. У меня в онлайн-школе есть урок 52-й композиция в натюрморте. Там на многочисленных примерах, я не знаю, часа 1,5 или 2, наверное, все очень разжевано и рассказано. Я предлагаю вам обратиться к нему. Мы с вами хорошо знаем и понимаем, что один натюрморт – шедевр, другой нет. И как он написан, это все-таки второе. Первое, как он поставлен. 52-й урок в моей онлайн-школе живописи именно о том, как поставить натюрморт, на что обращать внимание, какие подобрать предметы, какие выбрать между ними расстояния, как это написать, на что обращать внимание, когда ты пишешь, где горизонт. Это теоретическая база на основе большого количества примеров с детальным разбором, чтобы понять, как поставить, как написать, нужна ли ткань, не нужна ли ткань, какой задний план или вообще без заднего плана. Вопросов очень много. Урок объемный на 50 минут, и это базисный, фундаментальный урок для тех, кто стремится к совершенству в живописи. 52-й урок. Композиция в натюрморте. Это целая наука, как мне представляется. В 2 словах не расскажешь. Если вообще в 2 словах, то все не одинаково. Но как помнить об этом, все учесть, какое-то чутье приходит. Так что этим надо просто заниматься. Так что милости прошу
в мою школу. Экзюпери, по-моему, сказал, что совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего отнять. Очень глубокая мысль, великие слова для меня. И я часто об этом думаю, просто глядя на природу, на картины. Как так сделать, что нечего больше отнять? Ты одно отнял, другое, третье. Ну, простой пример – дерево. Ну, миллион листочков. Но художник же может это сделать одним мазком. И будет ощущение дерева. Ну вот, великое дело. Путь к простоте, к упрощению, к минимализму. Удивительно, но очень многие к этому стремятся, художники, музыканты. Тот, кто знает жизнь, тот больше не спешит. Да? В жизни тоже. Вот эта спешка, суета, это же очень много всего. А спокойное движение, ровно столько нужно сделать движений, сколько нужно, да? Сколько ты ощущаешь. Не надо лишних. Вот стоит человек на остановке, например, и двигается, вот что-то там, то у него ноги куда-то, да. Зачем? Нет, ну если разминка, то это другое дело, разминка. Но просто какие-то странные, такие суетные движения, они о чем вообще говорят? Так как в живописи прийти к тому, что вот это достаточно и вот не надо больше, уже все отнял, оставил только самое главное, ну, искусство. Only Love, Слава, для меня каждый этюд – это математическая задача. Как это так? Превратить чувства и впечатления глаза в математику, логику цвета и пропорций. Как вы красиво мыслите и написали. Да, к этому приходишь, что во всем есть логика, плюс чувство, да? Ну, в живописи. Гранат, попробуй, напиши его. Вот он освещен, вроде бы вот ничего особенного. Но логика в том, что свет сверху так освещает, сбоку так, рефлексы, внизу там тени от него. Вот все это разложить, логически выстроить, еще влияние цвета на него происходит. С одной стороны там холодного, с другой теплого и так далее. И из всего этого складывается математическая модель, логика света и пропорций. Как красиво. И когда все это связано, возникает чудо живописи. Ну, ничего не добавишь. Ну а как это? Путем многочисленных тренировок включаются все центры мозга и не мозга, каким-то образом происходит. Само возникает ощущение гармонии от того или другого решения этого математического сложного уравнения. Радость возникает. Это на год вперед или на одну картину, или просто подразнить бедных студентов-художников. Это о том, сколько краски Бато вываливает на палитру, да и я тоже, в общем-то, как-то много, потому что без краски ты не напишешь ничего. Даже если забор покрасить кисточкой или валиком. Валиком, наверное, экономичнее. Нужна краска. Как без нее? Много краски. И научиться не жалеть краску, надо переступить через это. Хотя бы один раз попробовать не жалеть. Кстати, когда вы, например, закончили этюд, все, выдохлись, и на палитре остается краска. А попробуйте еще 10 минут, осталось же, просто пописать. Вы увидите, что другая живопись, потому что вам ее все равно счищать куда-то, если вы счищаете, не жалко, да? И хопа, появляется свобода, легкость, это все куда-то там. Просто почистил палитру. Получилась, может быть, работа лучше, чем все остальные. Но это ключ к тому, чтобы ее перестать жалеть. Жорж в вашем арсенале, чтобы увидеть большие пятна и сравнивать между собой, то есть находить отношения тональные, цветовые. Есть такой секрет, как прищуривание? Есть. Или достаточно смотреть общо распущенным взором? Достаточно. Кто как. Но прищуривание помогает. Мало света попадает на сетчатку, и все видно более
видишь более целостно. Можно через красное стеклышко смотреть, через серое, тогда прищуриваться не надо. Распущенным взглядом смотреть. Ну, не у каждого сразу получается, но путь к этому, да, такой, к целостному видению. Об этом еще говорили передвижники. Ну, распустить глаз. Друзья, вы знаете, что нужно делать. Отмечайтесь в журнале, делитесь с друзьями, задавайте вопросы. И будет на канале интересней и веселей. Предлагаю посмотреть еще одно кино. Называется «578. Живописная апатия». Пока, ребята.